Видео настоятельно не рекомендуется для людей, которые пережили пубертатный период. Видео содержит спойлеры, если таковые, конечно, возможно. Всем привет, меня зовут Джордж Жуська сегодня. Я доктор скавических наук, а также кандидат в чудаковедение. Я погрузился в эту тему сполна и должен вам сообщить многое, что я обнаружил. А именно, я посмотрел «Чудаки Forever», «Чудаки навсегда». Я съездил специально для этого в Америку, но я тогда немного отдыхал там и решил все-таки провести время с пользой. Посмотреть Джекс. В общем, естественно, я не люблю смотреть ничего в кинотеатре, там всегда все отвлекает. Но сейчас мы нацелимся на это. Скажу сразу, фильм понравился, но меньше, чем остальные части, так как сейчас перечислю основные требования, это основные претензии. Во-первых, понятно, Бэм Маржера не было. Bam Margera? What's up, man? Hey, it's me, Bam Margera. И было заявлено, что будет Крис Раб. Крис Раб. Он там появляется на 1 секунду. Понимаете? Всего на 1 секунду. То есть там... Он чисто вроде за камерой стоял и все. То есть... Брэда Ди Камилла, архивные записи, там написано, что его будет. Вообще не видел. Вообще прям... То есть я не заметил его. Райан Дан был совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. То есть посчитать там минуты 2 может. В лучшем случае. Регион тоже там чуть-чуть. Так, а Бэм Маржера. Бэм Маржера, он все-таки был. Его вырезали не до конца. Там была сцена, где они в костюме такому маршрут, короче, с барабанами, со всем этой фигней, где, помните, из поста и, короче, они идут на беговую дорожку, и так падают все. И там довольно-таки жесткая сцена, там сильно пострадали все. И там видно Бэм Марджеру, но там видно еще очень резкий монтаж такой пошел, прям такой рваный, резанный. То есть, что не характерно вообще для Джека с фильмов, вообще не характерный резкий монтаж. То есть там видно, что, видимо, пытались его скрыть как можно больше, но у них не получилось, я все уследил, все заметил. Понимаете? Вообще, давайте лучше скажем, что будет обсуждено в этом фильме. Вот, я уже обсудил состав, сцены лучшие, которые мне понравились, и вообще мое мнение, да, во всем этом. Вообще, вот как я сказал, я больше по скайвическим наукам, да. Чудаковедение у меня чуть-чуть не подкачивает, потому что мне больше нравится, все-таки, когда они в старом были составе, в самом первом, там, с классическими, так сказать, персонажами. Уже чудачество там уже вот в 4 части там от старых, то есть ничего не осталось. Там этого Денджин Эрон Макхи, этот вот, там вот ему самому больше всего досталось в фильме. Там вообще, там просто не поиздевались. Еще хочу заметить, что именно эта часть, там столько с членами происходило. Именно с членами, этими членами, понимаете, происходило всякой фигни. Вот что я хочу сказать. То есть это можно называть Джека с яйцевым выпуском, не знаю, потому что там через, так сказать, через трюк что-то с яйцами происходит мужскими, понимаете? То есть это такое. Так, что там еще из трюков? Еще из трюков было прикольное. Это когда Стив О, короче, со своими яйцами опять же, кстати. Он это прилепил какую-то типа коробку вроде с маткой пчелиной к себе к яйцам. И, короче, насобирал целый улей. Там реально прям вот так вот свисает. Там вот так вот примерно пчел. Вот так вот налепилось. Короче, там, не знаю, есть сравнить. Вот такой вот, короче. Вот такая вот примерно длина, да? И там вот это все пчелы. Я не знаю. То есть, и там очень много новых лиц непонятных, которые раньше нигде не видел. То есть, как бы это отвлекает все-таки, когда
все-таки понятно, что ассоциируется больше со старыми персонажами. Хотя уже в третьей части старых было не так много. Там было, кстати, Дикамила в третьей части, там вырезанная сцена. Могу ссылку оставить с вырезанной сценой из третьей части. Но я оставлю все это в фильме. Я не знаю, буду я резать или нет, я просто пытался... Значит, я не люблю почему-то, когда обрезают все это. Это как-то выглядит резкий монтаж, как-то было раньше прикольно, а сейчас уже, знаете, уже заезженный стиль. Сейчас стиль как бы не монтирует, там ничего не стараюсь, сами понимаете. Так вот. Этот момент был. Еще был повторение старых моментов было. Помните, когда Джонни Ноксвилл, короче, испытывал защитную ракушку? Ракушка, да, которая на яйца крепится. Они это ее усовершенствовали, там, в общем, вот это вот было очень прикольно. То есть они как бы проверяли там и хоккейными этими шайбами. Чего там были? А какой-то фигней этим шаром, не знаю для чего даже. Особо не понял, для чего это был шар. И самое главное, что это... Хотя надо пометить, что, наверное, спойлер был. Но, ну, это... Хотя, на самом деле, у Джека спойлеров тут не может быть. Это, наоборот, только, наверное, подогревает интерес. Если вы увидите это, надо это увидеть. Что такое? Чувак, короче, на пого этом жаке, не знаю, как это сказать, на прыгалке этой. Прыгал и прям на ракушку. И там жесткая сцена, короче. Вот это не хочу спорить, что там было дальше. Это там жестко. Вот. Естественно, Крис Понтиус, как всегда, со своим членом этой игрушкой делал, короче. Ну, сами понимаете. Пантомиму. Так. Это вот такие вот основные темы. Так, что еще хотел сказать? Что, да, вот, в принципе, фильм неплохой, но хуже, чем остальные части. Все-таки чувствуется, что уже, и как всегда говорят, что последний, но он уже даже неплохо собрал, по-моему. 71 миллион баксов. Это на сегодняшний день, сегодня был там 6 марта или что-то такое. То есть ничего он собрал уже. Это офигеть. Еще хотел подметить, что там стало много чернокожих, и, кстати, появились женщины, которые исполняют трюки. Такого, по-моему, еще не было особо в Джекас, кстати. Это как бы... В этом, конечно, нет ничего плохого, да? Это... Мне кажется, они просто замахнулись, знаете, на Оскар, знаете. То есть уже... Но я уверен, что, как это предсказываю, что этот фильм выиграет Оскар как лучший документальный фильм. Еще я не понимаю то, что почему они не вставили момент, где Райан выполняет трюк нетрезвое вождение с летальным исходом. Так, это вообще-то была не моя шутка. Эта шутка была принадлежит Никите Лаврецкому, поэтому если хотите написать гневный комментарий по этой шутке, то пишите ему. Я скину канал, пишите ему в комментариях. Это его шутка, это его комикс. Не знаю, если ссылка на комикс, он только в Телеграме выложен. Да? Это, извините, мне понравилось, это гениальная была шутка. То есть, как бы... Да. То есть, моя основная претензия, то, что это уже как бы... То, что Джекас, это как бы, не знаю... Тут какая-то другая команда, она все-таки ассоциируется больше со старыми, с Бэм Марджери, Джон Ноксвиллом. С кем еще? Наверное, все-таки Крисом Рамом, Брэндон, но это все-таки не, это больше Скай Крю, но Джон Ноксвилл, Бэм Марджери, это точно. Так, и то, кстати, я забыл сообщить то, что это вот Райана Дана, Река Йона, Раба, там в основном они в самом конце ставили, когда уже титры шли все. То есть, как бы вообще старых участников особо не было. Кроме Джона Ноксвилла, по сути, никого не было. Ну ладно, там был этот Ирен Макхид, Данжи, наверное, Дэйв Ингланд, да. То есть эти они еще более-менее старые, но в основном, то есть новые какие-то челы, а старых, то есть в самом конце дали, что там показали, что так. Я думал, может, они покажут какие-нибудь темы, которые они не выкладывали раньше. То есть, мне кажется, такое есть по-любому. Хотя это, конечно, бы относилось бы к совсем другому фильму, но все же такой спорный момент, спорный. То есть,
забавный фильм. Я не знаю, просто как можно сделать плохой фильм, где люди причиняют себе боль, то есть, и ты смотришь на это. То есть, это очень сложно сделать. То есть, там такая атмосфера веселая, все держится. Но все-таки чувствуется, что это прям другой фильм, как будто. То есть, не к Джекас относится. Ну, то есть, забавно, но... То есть, мне сложно так понять. То есть, если реально, если Бомаржа нет, то это уже как бы, да, как будто уже не Джекас. То есть, есть такая тема, то, что он очень сильно повлиял на эту тему. Но все-таки можно сказать и прародитель такого жанра видео. Если не согласны, всем напишите. То есть, мне кажется, что только он такой фигней первый начал заниматься. То есть, ну, я другого не знаю. То есть, как бы подхватили это потом. Кто-то другие, это понятно. Но вообще, вот такого рода фильмов очень мало. Если посмотреть на это в общем, то есть, то таких фильмов вообще не делают почти никто. Ну, понятно, потому что, во-первых, это опасно, все дела. И они предупреждают, что делать так нельзя. То есть, все дела. Хотя все же Дьюса они, по-моему, раньше начали делать, но они вышли в прокат чуть-чуть по-другому. То есть вышло как-то не совсем про 4-ю часть, а в общем, но про 4-ю часть особо, я вот рассказал, особо сказать нечего такого. То есть я рассказал самые прикольные моменты. Основное там в трейлерах было даже в этих... Даже были вырезки небольшие, показывались. Ну, то есть там уже известное многое. Так вот, Дьюса они, по-моему, начали раньше снимать. Еще там вообще фиг знает когда, короче, когда им там было по 0 лет, там что-то такое. Но на телевидении они просто вышли намного позже. Но вот, видишь, все-таки с подражателями, можно сказать, они встречались и даже имели успех, так сказать, то есть отношения хорошие. Он там потом приезжал к ним еще 1000 раз. Ну, в Финляндию в основном из-за Вилла приезжал, конечно, из-за своей любви. Так, неважно. Так вот, ну, наверное, это, в принципе, все. Если что-то я хочу сказать, наверное, добавлю, но прям так вспомнить что-то по Джекас 4 еще не могу. Не знаю, понравится ли кому-то этот ролик или нет, но я уже сказал основное. Если что, можете писать в комментах, я отвечу, что вам интересно еще. Ну, то есть, меня было бы только интересно увидеть старых участников. Конечно, но новых никто из новых особо не произвел впечатления. Так. Кто-то вот заметил, что реально вот этот Дэджин Ирон, там он сам больше всех пострадал в фильме, то есть жестко. Так. Ну там был еще, кстати, персонаж этого, использован персонаж Джой Ноксвилла, старик этот, как-то я забыл уже, и Ирвина реально. Был задействован, но не в извращенной форме, кстати, а в обычной такой. Там еще был такой прикольный, я думал, надеялся, что они повторят отсылку к первой части там была. Ну как отсылка, то есть повторенный момент, но они просрали немного его. В прямом переносном смысле, кстати. Ну вот. Такая вот фигня малята. Ну то есть хочу заключить то, что фильм в принципе неплохой. Можно посмотреть фанатам, даже не фанатам. То есть... В принципе, ну, все-таки не хватает, понятно, я уже перечислил всего, что много еще не хватает. То есть, понятно, что они там снимали половину фильма Бомаржера был, потом они его вырезали, все дела. Там, но надеюсь, что в 4.5 они могут его все-таки вставить, потому что они вроде как им что-то поладили, что они постоянно срутся, ладят, там, фиг разберешь, что у них там происходит. То есть... Возможно, он еще появится в 4.5. То есть... То, что, кстати, не вошло в Forever, в 4-ю часть, то они могут вставить его туда. Это было бы неплохо, кстати. Возможно, даже тогда 4.5 больше понравится людям, чем просто 4-я часть. Ну, будем видеть. Спрашивайте, интересуйтесь, я отвечу. Если вам интересно что-то узнать именно конкретное. Все, всем пока, спасибо. Soy milk? Bro, Let's go. Margera, What's Margera, up? Yo, what's up? I'm I Bam. want you to hit this beehive.
Oh, I want you to break this bee in half. yo, what's up, everybody? Here, hold my fucking syrup. Yo, what's up, everybody? My name's Spam, and then we're gonna be fighting some fucking bees. Yeah, fuck him up there.